Русская культура имеет долгую и богатую историю с очень визуальным прошлым. От красочных народных костюмов до богато украшенных религиозных символов. С традициями народных сказок, которые вытекают из ряда славянских мифов, передающих древние языческие корни. Они могут быть хорошими или плохими, ужасающими или доброжелательными. Русские по-прежнему отмечают религиозные праздники. Некоторые из них имеют корни в язычестве и являются вековой традицией, передаваемой из поколения в поколение. Ночь Купала, также называемая Ивана Купала, является традиционно восточнославянским праздником, который отмечается ночью с 6 по 7 июля. Празднование относится к летнему солнцестоянию, когда ночи самые короткие, и включает в себя ряд славянских ритуалов. Название праздника первоначально было Купала, языческий ритуал плодородия, позднее адаптированный к православному календарю, и связал его с Днем Святого Иоанна, который отмечается 24 июня. Название этого праздника сочетает в себе слова Иван, Иоанн, в данном случае Иоанн Креститель, и Купала, который, как считается, происходит от славянского слова «купание» или от протославянского слова «собрание». Два праздника могут быть связаны, переосмысливая крещение людей Иоанна через полное погружение в воду. Однако традиции Купалы предшествуют христианству. Языческое празднование было приспособлено и восстановлено, как одна из коренных христианских традиций, переплетенные с местным фольклором. Этот праздник по-прежнему с энтузиазмом отмечают молодые люди Восточной Европы. Символы Ивана Купала – вода, огонь и травы. Купание на восходе солнца. Считается, что таким образом человек проходит своеобразную процедуру очищения, а дети с интересом участвуют в играх, обливая друг друга водой. Потом наступала очередь огня. Молодые люди перепрыгивали пламя костров в ритуальном испытании храбрости и веры. Неспособность влюбленной пары совершить прыжок, держась за руки, является признаком их судьбоносного расставания. Еще одним важным атрибутом праздника были и остаются гадания. Девушки гадали на суженого, плели венки из 12 разных видов растений, после чего пускали их по воде. Венок из цветов, брошенный в воду на день Ивана Купалы, часто с зажженными свечами, это гадание на романтические отношения удачи. Мужчины могли попытаться поймать венки в надежде заинтересовать девушку, которая это сделала. Существует древнее убеждение, что канун Ивана Купалы – единственное время года, когда цветут папоротники. Найди его, если сможешь. Мифический, несуществующий в природе цветок якобы даст тому, кто найдет и сорвет его, сверхъестественные силы и возможности. Вот такой он, праздник Ивана Купала, особенный и оригинальный. Спустя много веков он остается все таким же популярным и одним из наиболее неординарным, известным своими традициями и обрядами. Ой, на Ивана Купала я любовь загадала.